Привет, друзья! Меня зовут Роман, и вы на канале Про Выбор. Ранее я выкладывал ролик про выбор телевизоров Samsung 2023 года. И сейчас настала пора выпустить аналогичный ролик только про выбор телевизоров LG 2023 модельного года. Как всегда, посмотрев этот ролик до конца, вы узнаете про основные характеристики, на которые стоит обращать внимание при выборе телевизора, чтобы не переплачивать за ненужные функции. Погнали! По традиции начнем с того, как распознать телевизоры 2023 года. Для этого достаточно посмотреть на название модели. Если рядом с цифровой маркировкой будет буква R, то перед вами телевизор именно 2023 модельного года. Например, UR7 или 876R. Если же вы выбираете OLED-телевизор, то такие модели маркируются цифрой 3, A3, B3 и так далее. Однако в модельном ряду 2023 года появились серьезные изменения. Если раньше все телевизоры можно было объединить в 4 крупные категории, то в 2023 году LG решили полностью упразднить линейку NanoCell. И теперь все телевизоры объединяются в 3 крупные категории. Это Ultra HD телевизоры, QNED телевизоры и OLED телевизоры. И далее я расскажу про отличия в телевизорах в каждой линейке более подробно. Линейка Ultra HD телевизоров является младшей из всех линеек телевизоров LG. И в 2023 году она представлена в 3 основных моделях. Это UR7, UR8 и UR9. Все эти модели имеют 4К разрешения и поддержку HDR. И рассчитаны эти телевизоры на тех, кто хочет просто приобрести современную модель без больших претензий к качеству картинки. Если же смотреть на отличия этих телевизоров, то модель UR7 показывает с частотой 60 кадров в секунду и имеет прямую подсветку Direct LED, от чего может сложиться впечатление, что телевизор имеет высокую контрастность и имеется точечная подсветка нужных элементов на матрице. Однако у этих моделей отсутствует технология локального затемнения, поэтому диоды будут светить всегда и на максимальной яркости, отчего больших преимуществ от Direct LED подсветки не будет. Разве что более равномерное распределение самой подсветки, и отсутствие возможных боковых засветов. Еще одним важным замечанием модели UR7 является комплектация, которой может быть 2 варианта. Модель с окончанием 006 комплектуется обычным пультом, а модель с окончанием 009 комплектуется же пультом Magic Remote. Magic Remote — это фирменный пульт LG, который позволяет пользоваться им как указкой, существенно облегчая как работу в интернете, так и общую навигацию. Поэтому я рекомендую переплатить хотя бы за модель с окончанием 009. Следующий телевизор в линейке — это UR8, который отличается от модели UR7 двумя важными характеристиками. Во-первых, внешними. В модели UR7 ножка расположена по краям, а в 8 модели посередине, позволяя разместить телевизор на небольшой тумбе. Плюс 8 модель имеет более тонкие рамки со всех 4 сторон. Что это за нафиг? А во-вторых, модель UR8 обладает более продвинутой звуковой системой Sound Pro, которая имитирует объемный звук, позволяя лучше ощутить все эффекты от просмотра фильма. Больше серьезных отличий я не нашел. Встречается, конечно, множество вариантов модели UR8, но отличия у них только по дизайну. И модели UR9 я рекомендую тем, кто хочет телевизор повесить на стену. Ведь благодаря использованию боковой подсветки Edge LED толщину телевизора удалось уменьшить до 29,7 мм, что практически в 2 раза меньше, чем у предыдущих моделей. Сказать, что боковая подсветка как-то испортит качество картинки, я не могу, ведь локального затемнения нет ни в одной из перечисленных моделей, поэтому и изображение у них будет примерно одинаковое. И если вы предъявляете более высокие требования к качеству изображения, то лучше рассмотреть телевизоры из следующих линеек. Следующей линейкой идут QNED телевизоры, которые в 2023 году полностью заменили модели NanoCell. В своем составе они имеют дополнительный квантовый фильтр, и по сути это тот же QLED телевизор от Samsung, просто с другим названием и от другого производителя. Если в 2 словах, то благодаря квантовому фильтру телевизоры стали показывать ярче и контрастнее. Кстати, более подробно про отличие телевизора с квантовым фильтром я рассказываю вот в этом своем ролике. Но в качестве сравнения могу сказать, что предыдущие модели телевизоров могут показать около 16 миллионов оттенков цветов, а QNED телевизоры и старше более миллиарда, что делает такие телевизоры просто на порядок выше по качеству картинки. Однако, если раньше все телевизоры QNED имели мини-LED подсветку, то сейчас она доступна только в одной модели. А сама линейка состоит из 3 телевизоров QNED 756, 816 и 876R. Отличаются эти телевизоры довольно существенно. Модель QNED 756R — это телевизоры с боковой подсветкой и с частотой смены кадров 60 Гц, что вполне хватит для обычного домашнего
домашнего просмотра большинства контента. QNET 816R также обладает боковой подсветкой, но в отличие от всех предыдущих телевизоров, они оснащены еще и технологией локального затемнения, которая повышает контрастность и существенно улучшает качество картинки. А благодаря повышенной частоте смены кадров 120 Гц, они еще и будут более плавно показывать динамичные сцены. Ну и модели QNET 876R являются единственными из линейки телевизоров LG 2023 года, которые оснащены мини-LED подсветкой. То есть в этих телевизорах используются маленькие светодиоды, благодаря чему их удалось разместить в большем количестве за большим количеством пикселей, что позволяет подсветить не большую область матрицы, а маленькое число пикселей, делая картинку еще более контрастной и красочной. Но если вы хотите QNET телевизор с разрешением 8К, то LG продолжит выпуск модели 966Q из линейки 2022 года. Кстати, про выбор линейки 2022 года вы можете узнать из этого моего ролика, ну или в качестве альтернативы можете посмотреть новинки Samsung, про которые я тоже снял и выпустил ролик. А теперь давайте перейдем к последней линейке телевизоров LG в 2023 году. Ну и в завершении давайте рассмотрим OLED-телевизоры, которые имеют самую высокую контрастность и самую высокую насыщенность цветов. Ведь пиксели в таких телевизорах подсвечиваются самостоятельно, от чего удалось полностью избавиться от ореола вокруг яркого изображения на темном фоне. Да и вообще, картинка на таких телевизорах самая красочная. В 2023 году LG представила 5 новых OLED-телевизоров. Это A3, B3, C3, G3 и Z3. Чем ближе к концу алфавита, тем круче характеристики. Модель A3 обладает стандартной яркостью и частотой смены кадров в 60 Гц. Модель B3 отличается расположением ножки и увеличенной частотой смены кадров в 120 Гц. То есть такие телевизоры отлично подойдут для игровых консолей, ну или для более плавного просмотра динамичных сцен. Модели телевизоров C3 оснащаются уже более мощным процессором, который анализирует и улучшает изображение. Плюс в диагоналях 55, 65 и 77 дюймов применяется технология EVA, в которой есть дополнительный охлаждающий слой, из-за чего удалось существенно поднять яркость матрицы. А вот в моделях с диагоналями 42, 48 и 83 дюйма, в которых не выпускается модели B3, хоть и применяется более мощный процессор по улучшению изображения, но без технологии EVA. Отличием же модели G3 является уменьшенная толщина и предназначена не только для подвешивания на стену. Они даже комплектуются специальным кроншейном для максимального прилегания к стене. Флагманский Z3 обладает всеми возможными преимуществами плюс разрешением 8К. Но покупатели этих моделей вряд ли будут смотреть мой ролик, поэтому долго останавливаться на этой модели я не буду. Итого в 2023 году LG хоть и уменьшила количество линеек в телевизорах, но выбор от этого легче не стал. Но я надеюсь, что мой ролик поможет вам сделать этот нелегкий выбор. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.